Всем привет, меня зовут Дмитрий, я продолжаю прохождение игры The Elder Scrolls Online. В прошлой части я прошел важную сюжетную миссию, в которой было раскрыто много интересных секретов, скажем так. И сейчас я пойду в Daggerfall на рынок. Надо немножко закупиться, у меня инвентарь переполнен. Но прежде всего я получаю ежедневную награду — кровный смертельный яд. Отлично. Также я, наверное, попробую... Мне за повышение уровня давали кронные ящики. Воспользуюсь-ка я этим делом. Ящик огненного тронаха. Нет, попозже. Попозже. Сначала нужно в магазин зайти. Так, Daggerfall у нас находится... Так, вот здесь. Все правильно. И потом я отправлюсь в последнюю зону, ну, скорее мини-зону этой большой зоны, в Кроссвич городок. Так, а это куда я прискакал? Ага, это дом. Видно Daggerfall. Здесь дом можно купить. Но я этого делать не буду. Я, пожалуй, телепортируюсь. Так, а что, нельзя идти, да? Ясно? Это, кстати говоря, он карту рассматривает и выбирает место, куда нужно телепортироваться. Да, интересный сюжетный поворот был в последней серии. Она вот загрузилась. Отправиться в гильдию магов Daggerfall. Да, пожалуй, чуть попозже. Сначала все-таки... Сначала дела такие, рутинные. Почему никого нет? Блин, дай, не расстраивай меня. Я, пожалуй, прокачаю скорость, потому что это тоже важно. И все время буду переносимый вес качать. Когда первый раз я играл, я в основном качал только переносимый вес, но скорость тоже нужна. И еще мне нужно купить сумку, потому что инвентарь быстро переполняется. Да, это тут рассказывают наши подвиги. Мои подвиги. Ха-ха-ха. Подгружается локация. Там можно просто у фонтана. Танисом, что скажешь? My family has lived in this city for many generations. This statue depicts my great-great-great-grandfather, Duko. Ого. Какая информация. Зайду. Если что скажешь?
It might be unseemly for a woman of noble birth to be drawn to the forge, but I can't help myself. I find all the muscles and sweating to be so interesting. Можем. Так, портняжный станок. Конструкция. Ага, и у меня все запомнено. Говорю. Marlock's jawbone. Продать. Лук. Это тоже можно. Щиты. Посохи. А зря я продал, это же вдохновение, да? Опять я продал не то, что нужно. Ну ладно. Ладно. Ничего страшного. Не надо жалеть. Многие скажут, ну вот, не то сделал. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Исследовать. А что-то из среднего ничего и не исследовать. Это в основном бесполезно. Тогда можно конструировать. И все. Кузница. Меня интересует оружие. Infused. Жал, да. Угу. Видно. Так, и вот с этой милой таджиткой второй раз поговорю. Стоимость, да. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 10 единиц. Замечательно. А еще могу? Так, 11 тысяч надо накопить. Who was it? Any idea where the stranger came from? I'd like to buy that hero an ale. Хорошо. Теперь уже можно попробовать посмотреть на электронные ящики, что это такое. Welcome back, good friend. It is always a pleasure to talk nonsense with someone and to have his nonsense respected. Ящик огненного трона. An excellent selection. Your rewards are ready. Электронное зелье тройного восстановления. Карликовый мамонт, небоевой питомец. Свиток опыта Золотого берега. Эликсир воина Золотого берега. Ясно. А, и надо выбрать. Выбрать. Наверное, самое уникальное это не боевой питомец. Возьму мамонта. Так. Больше. А, то есть я могу все взять. А еще у меня есть ящик. Я просто никогда не пользовался этими электронными ящиками, поэтому мое удивление, я вот сам узнаю, что это такое. Select your rewards, my friend. Ровный урок, переносимый вес ездового животного. Эликсир заклинателя Золотого берега. Кровный урок, переносимый вес ездового животного. This will do. Sadly, you have no more crates, but you can always purchase more. Так, ну, естественно, вот это.
There are many spectacular rewards that occur. Сюда. Farewell, my good friend. Плохая ли маска. Так, и теперь захожу в инвентарь. Припасы. Так. Пробный урок, вот. Есть. Ваш навык верховой езды повышен с 3 до 4. Угу. И еще один. Отлично. Дальше. Мне не нравится моя маска. У меня выбрано это главным убором. Коллекция. Внешний вид. Главные уборы. Да, автоматически оделся в тюрбан. Но мне лучше скрыть. Так, костюмы. Я лучше разведчик ковенанта. Так, головной убор. Не надо скрывать. Мне вот так нравится. Все. Да, просто разбираюсь прямо в прямом эфире. Что есть. Замечательно. Только могу поговорить. Don't get me wrong, this is a nice place, but it can't compare with Orsinium. Ладно. Ну, я, пожалуй, все-таки пойду в гильдию магов. Выполню-ка я сюжетное задание, раз уж я пробегал в Гигерфоле долгое время. Надо заняться чем-то сюжетно ориентированным. We have much to discuss, you and I. Дэниел Телана. Сертификация, да? Потом. Книга. Забытая книга. Похоже, это книги от нечистой листы. О, это Штарм. Вы посмотрите, как он выглядит интересно. Замаскировался. Ah, excellent. You got my message. Apparently that little creature isn't completely useless. Banekin can be such children. I hope you've nothing pressing. We could be here a while. Да, почему ты так одет? I can't be strutting around the city wearing my imperial regalia, can I? Your concern about my fashion sense is touching but irrelevant. I've called you here for a reason. If we are to determine a course of action, we need more information. О чем ты говоришь? By now, it should be clear your prophet Emperor brought these catastrophic events upon us. Everything that transpired is his fault. Аниматка обманула его, вины Варена в этом не было. Granted. Minimarco can be very persuasive and charismatic when he wants to be. We all believed him when he said we could change Varen's bloodline with the Amulet of Kings. Тогда почему ты винишь Варена? You saved Varen's life when you rescued him in Cold Harbor. In return, he lied to you about his true identity and his part in causing the soul burst. He manipulated you from the very start. Perhaps the better question is, why don't you blame Varen? Просто объясни, зачем ты меня сюда позвал. Varen wants to assemble a new group of companions in the vein of the original five. Claims it fulfills a prophecy in those wretched scrolls of his. Superstitious nonsense, but he is quite correct on one point. We need to find Sai Sahan. Почему Сайсахан так важен? In the chaos following the soul burst, Sahan stole the Amulet of Kings and fled the Imperial City. We're going to need that relic, and he is the only one who knows its current location. И сейчас Сайсахан?
He was captured by Minimarco's agents and taken to an undisclosed location. We need to find out where he's being held. Что мне нужно сделать? Manimarco keeps his most secret documents at Norfolk, a hidden lair of Daedric cultists in the Stormhaven countryside. We must travel there and search for clues. Хорошо, я отправлюсь туда. Travel to Stormhaven's eastern reaches and look for the Norfolk ruins. I will be waiting for you inside. У меня есть пара вопросов. If I can endure Titanborn's inane prattle, I can survive your assuredly erudite elucidations. Proceed. Скажи мне больше о себе. Well, if you must pry, I am Chancellor to the Elder Council and Overlord of Nibene. But of all my titles, the greatest is my family name, Tharn. We are the greatest of the noble houses, with seats at the Imperial Court for countless centuries. Семья политиков. Politicians? A grossly inadequate word to describe our duties and our legacy. The Tharns have a storied history of advising kings and emperors that can be traced back to the First Era. We understand the ebb and flow of power. Не твоя ли дочь, императрица-регент? Clivia. She is comfortably lodged in Manimarco's pocket, along with my nephew, Javad. I doubt they've given my disappearance a second thought. Ah, fair Clivia. My charming girl grew to be a ruthlessly ambitious woman. I taught her well. Что с тобой теперь будет? Ah, there's the rub. With my untimely defection, my family will likely be divested of its holdings. The name Tharn is probably being stricken from every document in the Imperial archives as we speak. I detest being on the wrong side of history. Неужели ты правда лишился всего? Don't sound so smug about it. This is a setback, nothing more. By allying with you, I will liberate the Empire from Manimarco's grip. The Empire is all that matters to me. I will do what I must to ensure its survival. Ну, по крайней мере, он патриот. Не квасной, а настоящий. Уже достойно уважения. Так. Рассуждение о субтропическом серодиле. Хорошо. Так, поговорю насчет сертификации все-таки, пока я здесь. There is much more I can teach you. What else do you hope to learn from me? Так, скажи мне сертификацию алхимиков. Alchemists are masters of the elixir. They trap magic in a bottle for later use. But I can only certify you in one discipline at a time. If this is agreeable, we can begin your training. As with master chefs, every alchemist must assemble the right components before crafting a special concoction. Are you so capable? We shall see. I require you to locate a solvent and some reagents. Then you shall craft me a potion. Нужно создать зелье, чтобы пройти сертификацию. Ну, логично. Yes, every alchemical mixture requires a solvent, a pure liquid base, and reagents such as herbs and flowers. Now go, find a solvent and some reagents. Once you have what you need, return to me. There's a quiet area nearby with mountain flowers and columbine. A fresh source of water can't be far from them. If you find nothing there, venture into the wilds and seek them for yourself. Растворители реагенты. In the wilderness, you'll find herbs, flowers, and mushrooms all around. These make the best reagents. As for solvents, look for bubbling springs in lakes, ponds, streams, and shores. Sealed bottles as well. Purity of the solvent is key. Ладно, по пути если сделаю. Такс. Ну, раз уж я тут рядом, первую сертификацию я вырезал, как я там все находил. Здесь, в принципе, недалеко, поэтому билет.
Чистая вода. О, со мной бегает. Это же мой, да, питомец? Смотрите, как прикольно. Это то, что я в кронах ящиках получил. Но я отключу, потому что это все-таки нарушает погружение. Не боевые питомцы. Вот у меня есть синий без дракона и карликовый маунт. Я отключаю. Это странно выглядит. Так, ПД сбор осталось найти. Я... Здесь... Может, здесь книжка, но показалось. Вот это... Вперед, было красиво. Так, вернулась. Locate a solvent and some reagents so you may craft a potion. Я нашел An apprentice ингредиенты. of mine tried to use seawater as a solvent. I had him drink the results. He agreed it was a terrible idea after he finished retching. Я готов к следующему шагу. Good. Now go to an alchemy station. Use a solvent and 2 differing reagents to craft a potion. The reagents must possess common traits, or you'll waste all components. You see, alchemy is as simple as pairing like with like. Как я узнаю, какие свойства реагентов общие? Open your knapsack and place them in your mouth. The first time you consume a reagent, you'll learn its most rudimentary trait. True, some taste quite foul, but it's a small price to pay for the power of alchemy. Как сильно я могу помочь мне? Potions have far too many benefits to recount. Expect them to have strong effects for short periods of time. Or are you asking how to use them? Open the stopper, place them to your lips, and swallow. Don't pour them on your hair. Lesson learned. Так, формула у меня есть. Создание. Чистую воду. Так, надо попробовать сначала. Делаю. На свет. Да, и у меня теперь не осталось ингредиентов. Хотя у меня есть местная сумка. Из нее особо извлекать нечего. Так, ну я предлагаю все это сделать потом. Вот, потому что это, в принципе, на сюжет не очень влияет. Зелье мы уже делали. Это просто был пример как сертификацию. То есть, ну, по идее, конечно, нужно пойти по-хорошему. И опять собрать ингредиенты. Ну, я сейчас этим не буду заниматься. Так, куда я направлюсь? Мне, пожалуй, нужно туда. Так, чуть. Где я, конечно, должен был сразу же смешать те ингредиенты, которые мне предложили, но я решил изучить их свойства, поэтому... Ладно. Так, если я схожу вот сюда, пожалуй.
эта серия не самая увлекательная будет. Но иногда не всегда что-то получается прям. О, а черепах с добычей. Лаборатория Оливы. Интересное место. Оно никак не отмечено. Вау. Нашел какое-то место случайно. И тут есть бандиты. Надо запомнить. Для какого-то квеста, видимо. Я нашел еще одну крафтовую станцию. Ну, точнее, крафтовые станции в одном месте. Посмотреть. Более что-то исследовать. Кольцо, робуст. Да, исследую. Так и деконструирую. Да. Теперь портняжный станок. Не появилась. Кузница есть. Столярный листак. Щит, одежда. Лук. Тренинг. Ну, тренинг меня не интересует. А посохи все могут справиться. И конструктор ученик. Хорошо. Хожу отсюда. Так, и зайду вот сюда. Угу. Флаги, да? Название кровопасных врачей. Будем иметь в виду. Форт Криптвотч. Какое странное название. Так, захожу. Ого-го-го. Большая вылазка. Большая вылазка. Полили, да? Ну, готов. Так, наспех нацарапанная записка. Закройте это послание, раздайте всем. Путь кровавого шипа может предать нас. У них ничего не получается, и мы опасаемся, что они могут спасть в отчаянии. В записке есть рецепты мази и настой, которые могут защитить от их магии гниения. Будьте настороже.
Ну да, логично. Не было бы счастья, или несчастье помогло. Забавно. Лучше пройти. Да, я пытаюсь сообразить. Пока. Дадут мне сясочку на ухо, да? Да? Теперь... Теперь можно отправляться к боссу. Домой бегут, пусть бегут. Какая прикольная площадка. Ковы. Есть интересного? Не вижу пока. Здесь должен быть босс. Вот он. Да. О, какой он сильный! И все, я не успел ничего сделать. Вау. Просто вау. Попробую еще раз. Блин. О! Слушайте, тяжело, тяжело. Как бы тут не провалиться. Так. Надо сначала мочить охранников. Ну как так-то? Выжить, выжить. Выжить. Но она одна осталась. А, и у меня нету камней, да? Угу. Такс.
Да, не люблю такие моменты, когда нужно признавать поражение. Я, пожалуй, признаю поражение. Я знаю, что это вот, не справился. Ну, нужно просто признавать, уметь признавать поражение. Это очень важный навык. Инвентарь. Были ли у меня материалы? Сейчас предметы. Нет, у меня не было увеличивающей еды. Потому что я не мог ничего сделать. Да, мог предпринять вот это, но опять-таки здесь важен урок. Нужно признавать поражение. Так, ладно. На этом я пока закончил. Увидимся в следующей серии. До свидания.